Здравствуйте! Сегодня мы продолжим тему мочекаменной болезни. Рассмотрим особенности диетологического подхода при уролитах оксалатного типа, уратах, цистинах и ксантинах. Материал для восприятия может быть сложным, так как биохимические процессы, лежащие в основе формирования конклиментов, тоже непростые. Я постараюсь объяснить максимально понятно. В предыдущем видео мы обсудили струвитные камни как наиболее часто встречаемые, особенности диетотерапии и в целом понятие мочекаменной болезни. Поэтому, если вы не посмотрели предыдущие видео, посмотрите, чтобы у вас сложилось системное понимание данного вопроса. Минеральный состав рациона может оказывать значительное влияние на формирование камней у кошек и собак. Для большинства распространенных типов уролитов диета занимает важное место среди терапевтических мер. Начнем с оксалатных камней. Оксалаты – это соединения, состоящие из щавелевой кислоты и любого другого компонента, чаще кальция. Мы с вами знаем, что струвитные камни можно растворить с помощью диеты, но оксалаты не растворяются. Поэтому понимание природы их формирования и профилактические меры имеют важное значение. Кристаллизация оксалатов кальция происходит при условии достаточного количества химических компонентов, их образующих, в низкой зависимости от pH мочи. Однако в кислой среде этот процесс происходит быстрее. К диетическим факторам, оказывающим влияние на формирование и рост оксалатов, относятся: первое – высокое содержание щавелевой кислоты. Щавелевая кислота содержится в ревене, шпинате, капусте, петрушке, пшеничных отрубях, свекле. Также щавелевая кислота может синтезироваться в печени. Она является продуктом белкового и углеводного обменов. Высокое поступление гидроксипролина – это аминокислота, которая входит в состав коллагена и желатина, будет способствовать повышению синтеза щавелевой кислоты в печени. Большое количество гидроксипролина содержится в соединительно-тканных элементах. Поэтому важно, животным с уролитами оксалатного типа противопоказаны такие компоненты рациона, как сухожилия, в том числе в составе лакомств и сыромятной кожи, субпродукты, свиные уши и прочее. Второе. Если в рационе высокое содержание витамина С, это способствует увеличению синтеза щавелевой кислоты в печени. Низкое содержание перидоксина, витамина В6, также повышает ее синтез. Третий фактор, который оказывает влияние на формирование и рост оксалатов, слишком высокое, но также и низкое содержание кальция. При низком уровне кальция щавелевая кислота всасывается из кишечника в большем количестве, что способствует ее повышению концентрации в моче. Но с высоким уровнем кальция все просто. Много кальция – больше условий для формирования оксалатов. Исходя из вышесказанного, исключите компоненты с высоким содержанием щавелевой кислоты в рационе, а также компоненты, содержащие большое количество предшественников щавелевой кислоты – гидроксипролин и глицин. Исключите добавки, содержащие витамин С. Контролируйте уровень витамина В6 в питании, а также уровень магния, потому что при низком содержании магния повышается количество щавелевой кислоты для связывания с кальцием и последующим формированием оксалатов. Обеспечение кальцием должно быть согласно потребности животного, недопустимы слишком высокие или низкие значения. Обеспечьте для питомца достаточное потребление воды, используйте влажные корма, регулярно контролируйте pH мочи. Помните, что оксалаты не могут быть растворены. Если они сформировались, то удаляют их хирургическим путем. Подобрав правильный рацион для своего питомца и под контролем состава мочи, можно добиться оптимальных условий для профилактики формирования оксалатов. Следующий тип уролитов, про которые мы поговорим, ураты и ксантины. Ураты формируются из мочевой кислоты и ее солей. Мочевая кислота – продукт метаболизма пуринов. Пурины – это азот-содержащие соединения, поступающие с пищей или синтезируемые в организме. Встречается во всех белковых продуктах. Низкопуриновая диета помогает минимизировать поступление пуринов в организм и уменьшить образование мочевой кислоты. У некоторых пород собак ураты образуются вследствие генетического дефекта, у далматинов или английского бульдога. Также к образованию уратных камней могут привести тяжелые заболевания, которые нарушают нормальный обмен пуринов, портосистемный шунт, последние стадии заболеваний печени. У кошек камни уратного типа также встречаются, но причины формирования камней еще недостаточно изучены.
Соответственно, пурины могут быть эндогенного и диетического происхождения. В любом случае пурины трансформируются в организме до образования ксантинов и далее до мочевой кислоты с помощью фермента ксантин-оксидазы. И если есть непорядок с ферментом ксантин-оксидазой, тогда ксантины и мочевая кислота, а эти соединения плохо растворимы, скапливаются в моче и способствуют процессам образования камней. А если с ферментом ксантин-оксидазой все хорошо, то мочевая кислота преобразуется в алантаин, который хорошо растворяется в воде и выводится с мочой. Генетический породный дефект предположительно заключается в недостаточном преобразовании мочевой кислоты в алантаин. У далматинов нарушена реабсорбция мочевой кислоты в проксимальных канальцах почек, поэтому концентрация мочевой кислоты в моче у них высокая. Как мы уже понимаем, ксантины тоже могут формироваться вследствие генетических дефектов из-за отсутствия или низкой активности уже знакомого нам фермента ксантин-оксидазы. К образованию ксантинов предрасположены следующие породы: такса, далматин, английский бульдог, цвергшнауцер, пудель, шицу. Собак с дефектом гена из разведения исключают. Вторичное формирование ксантинов возможно при терапии аллопуринолом, действие которого направлено на подавление фермента ксантин-оксидазы. Таким образом, при уратных и ксантиновых камнях, а также для профилактики их возникновения, важен выбор диеты с низким содержанием пуринов, так как если поступление пуринов с рационом будет высоким, то даже при назначении медикаментозной терапии уролиты будут формироваться. Если нет симптомов обструкции, ураты можно не удалять, так как с помощью диетических мер их можно растворить. Пару слов о цистиновых камнях. Этот тип камней у животных тоже формируется в кислой среде вследствие дефекта гена. Дефект гена ломает некоторые механизмы всасывания цистина, и концентрация цистина в моче увеличивается. Образуются камни. Породы, предрасположенные к образованию цистинов: ирландский терьер, бассенхаунд, такса, ньюфаундленд, английский бульдог. Диетотерапия заключается в снижении метионина в диете, так как цистин образуется из метионина. Эта задача непростая, потому что метионин содержится в больших количествах почти во всех животных компонентах. Вторым важным диетическим фактором является целевой расчетный параметр pH мочи, нейтрально-умеренно-щелочной. И только немногие производители могут похвастаться наличием в продуктовом портфеле ветеринарной диеты такой сложной рецептуры. Помните, что обязательным условием при цистиновых камнях будет полное исключение из рациона собаки лакомств с компонентами животного происхождения, а также остатков со стола. Оксалаты, ураты, цистины и ксантины имеют ряд общих свойств, на которые можно повлиять одинаковыми диетическими мерами. Поэтому создание диеты для смешанного типа камней также возможно. Ветеринарная диета Urinary Low Purine от Happy Dog назначается ветеринарными врачами с целью профилактики образования оксалатов, уратов, цистинов и ксантинов у собак. Эффективность ветеринарной диеты Urinary Low Purine обеспечивается низким содержанием прекурсоров в рецептуре и целевым расчетным параметром pH мочи 6,84. Умеренное сниженное содержание кальция, витамина D, контроль уровней витамина В6 и магния, целевой pH 6,84 позволяет добиться оптимальных условий для профилактики формирования оксалатов. Использование высококачественных источников белка с низким содержанием пуринов и метионина обеспечивает рекордно низкое содержание пуринов в составе, всего 0,3%. Подбор соответствующих ингредиентов позволяет снизить содержание пуринов без экстремального снижения общего белка. Источники белка в Urinary Low Purine – картофель, гороховые хлопья, казеиновый сывороточный порошок. Аминокислотный профиль полноценный и полностью сбалансирован. Эксклюзивные источники белка делают возможным применение диеты при пищевой непереносимости собаки белков животного происхождения. Рекомендуемый период применения с целью профилактики образования оксалатов, цистинов и уратов до 6 месяцев. В случае необратимого нарушения метаболизма мочевой кислоты – пожизненное применение. Для кошек существуют дополнительные рекомендации, которые подходят для любого типа камней. На них мы подробно останавливались в предыдущем видео. Сейчас просто перечислим. Используем влажные корма для повышения потребления воды, устраняем стресс-факторы, стимулируем физическую активность и контролируем поступление калорий, чтобы снизить риск развития ожирения, регулярно чистим лоток. Достаточно часто владельцы объясняют возникновение заболеваний действием рациона.
Действительно, неправильно выбранная диета, несбалансированный рацион или отсутствие знаний кормления собак и кошек могут привести к нарушениям работы органов и систем, а также усугубить уже имеющуюся проблему. Мочекаменная болезнь – мультифакторное заболевание, поэтому факторы должны оцениваться комплексно и индивидуально в каждом случае. А на сегодня у меня все. До скорых встреч!